Привет, дорогие подписчики и гости нашего канала. С вами Счастье есть. А также с вами я, Андрей, за кадром ассистирует Олеся. Привет, привет! Сегодня я расскажу вам о приготовлении национального грузинского блюда гибжалия. Это блюдо очень легкое, быстрое в приготовлении, вкусное. Ну, в общем, поехали. Что нам для этого понадобится? Естественно, сыр. Сыр сулугуни молодой, малосоленый. Творог, мята, соль, перчик и чеснок. Вот и все ингредиенты, которые нам понадобятся. А еще нам понадобится теплая, я бы сказал, горячая вода. Некоторые используют молоко. Молоко тоже очень хорошо сочетается в этом блюде, но сегодня я приготовлю все по-простому, быстренько, чтобы было понятно и сразу подавалось на стол. Ну что же, начнем. Для начала я разделю сулугуни на мелкие ломтики. Ну это же закуска, да? Ты уточни, что это такая закуска? Это закуска, да, это холодная закуска. Кухня грузинская ближе к мигрельской кухне. В описании этого блюда говорится, что все-таки это ближе к мигрельской кухне. Изначально, в общем-то, люди там изобрели это блюдо. Но я не буду погружаться, я не буду настаивать в правоте своих слов, дабы меня не осудили жители других регионов Грузии. Приготовил. Сейчас у меня нагреется вода до температуры кипения. Пока греется вода, я оставлю в сторону самый главный ингредиент, которым будет замешана гибжалия. Это аджига из мяты. Аджига из мяты готовится очень легко на самом деле. Значит, смотрите, у меня здесь порядка 60 грамм мяты, но для аджики я буду использовать листики. Я вот таким вот образом отщеплю и тонкие стебельки, которые будут попадаться. Отщепляю листики и буду затем делать из этих листиков очень приятный аромат мяты присутствует. Вот я нащипал листиков мяты, выложил на весы, у нас 31 грамм получился. Вот эти вот чудесные листики, которые лежат рядом с творогом, пойдут на украшение нашего блюда. Значит, смотрите, дорогие мои, по рецепту вот эту мяту нужно растолочь в ступке, но, к сожалению, ступка у меня очень мелкая. Имейте в виду, у кого стакан, ступка, очень удобно. Все это погрузить в ступку и растолочь. На это уйдет буквально 2-3 минуты. Растолочь вместе с другими ингредиентами. Я это все сделаю быстро. Значит, размесив это все в блендере. Складываю туда листочки. Значит, мне понадобится сюда еще острый перчик. Где-то, наверное, я возьму на 1/3. Вот так вот. Перчика тоже его размельчу. Острый перчик. В аджике должна присутствовать острота, соль и пикантность. Так. И чесночок, зубчик чеснока, такой массивный зубчик, но тем самым аджичка наша будет поострее. Размельчу немножко его и также погружу в блендер. Так, мне понадобится 1/2 столовой ложки соли. Давайте вот так я сделаю. Это не
вторая. Ну, еще, наверное, вот так вот. Все. Так, ну что же, основной состав аджики готов. Переложу я ее в мелкую посуду. Вот так вот. Так, приступаем к следующему этапу. Вода у меня подогрелась. Сыр у нас готов. Дальше я беру, ну, как я уже сказал, в чайнике я подогрел воду. Налью я 500 миллилитров. Так, вот я налил 500 миллилитров воды по рисочке, горячей воды. Теперь делаем следующее. Заливаем эту воду в подготовленный сыр. Вот так вот. Сыр будет немножко плавиться, и мы начинаем соединять, перемешивать вот эти вот заранее приготовленные кусочки. Жидкость. Да, что хотел сказать. Не пытайтесь приготовить это блюдо из сулугуни слоистого, старого, который большей частью подходит для приготовления хачапури и других блюд, где необходимо добавление сыра сулугуни для того, чтобы он расплавлялся в печи или в духовке. Потому что я ставил эксперимент, пытался также расплавить сулугуни старый, ничего у меня не вышло. Он расплавился, но при формировании дальнейшей формы для приготовления блюда он никуда не годил. Он прилипал к доске и вообще принимал не очень дружелюбную форму. Вот видите, как он объединяется с кусочками, плавится, и мы должны получить однородную массу. Однородную массу, вот такой вот тянучий консистенции сыра. Вот так вот. Так, ну что же, смотрите, вот, наверное, уже и все. Вот такой вот результат должен получиться у нас. Я достаю из широких штанин. Вот такая прелесть. Так, давайте я сейчас немножко вот так вот возьму, чтобы у меня стекла жидкость, у нас прямо напрашивается в родную стихию. Немножечко вот так вот. Выкладываю на доску и стараюсь придать форму прямоугольничка или квадратика. Вот так вот размазываю. Размазываю по доске, пока она горячая, она поддается формированию. Делаем геометрическую такую вот фигуру, похожую на прямоугольничек. Так. Теперь смотрите, небольшую часть мы оставим для соуса. Вот так вот. А всю остальную шейку мы немножко разведем оставшимся настоем, где варился сыр. Мы берем немножко нашего настоя и добавляем в аджику. Маловато будет. Еще ложечку, еще капельку. Вот так вот. Вот так вот. Так. Теперь начинаем равномерно распределять по всему объему вот такую чудесную, ароматную, какая прелесть, аджику. Дальше наступает момент очень аккуратного сворачивания
нашего рулетика. Будет, наверное, вам не видно. Я положил это все вдоль, а надо было поперек. Короче, начинаем сворачивать из нашей заготовки, из нашего сырного, так сказать, блинчика равномерно вот такой вот рулетик. Вот так вот сворачиваем. Основная масса рулетика готова. Так, А вот так не надо обрезать для красоты? мы все обрежем, не переживай. Так, друзья мои, получилась вот такая вот заготовочка, вот такой вот чудесный рулетик. Немножечко подостыл, не обращайте внимания на форму. Если у вас есть творческие способности, вы можете сделать ее более интересную. Но суть вещей здесь не меняется. Значит, смотрите. Я специально оставил порубленной мяты немножко. И вот этот вот отвар, вот этот вот оставшийся от варки сыра, я добавляю сюда. Добавляю сюда. Вот так вот. Здесь сначала немножко поперемешаю. И готовим подливу. Как я и говорил в начале ролика, что нам понадобится жирный сыр, творог, извините, нам понадобится творог, жирный творог, сцеженный. Вообще в Грузии используют так называемый сыр надуги. Надуги – это особого приготовления сыр, который очень похож на творог. Но в подробности я не буду углубляться, пока все не остыло. Я, значит, приготовлю соус. Выложу творог в вот эту вот посудку. Вот так вот. Залью это оставшимся настоем. Вот где-то вот так вот, наверное, да? Перемешаю. Здесь мне понадобится миксер. Смотрите. Я использую вот эту вот насадочку. Нам нужно растолочь творог до более-менее однородной консистенции. Нам нужно растолочь творог. Вот так вот. Друзья мои, смотрим, что у нас получается. Чудесно. Чудесно, чудесно. По вкусу вы можете добавить соли. Но уже аджика содержит соль. Давайте все-таки чуть-чуть, самую толику добавим вот так вот соли. И еще раз перемешаем. Так, соль пока у нас растворяется. Займемся формированием блюда. Я приготовил, значит, порционное блюдо. Вот это вот нам пока не нужно, это не очень красиво. И режем на порционные кусочки. Одинаковые. Смотрим, сколько у нас. Смотрите. Вот такая вот начинка получается. Вот такой вот рулетик. Укладываем это на порционное блюдо. А остальные рулетики я сложу в глубокую посуду, потому как подача может быть и в таком виде. Вот так вот теперь я их сложу. Теперь мы зальем наше порционное блюдо приготовленным соусом. А также зальем в глубокую мисочку
вот эти вот замечательные кусочки. Вот, друзья мои, блюдо готово. Перед подачей я украшу его листиками мяты. Наверное, большие листики. Ну, давайте попробуем. Как-то вот так вот. Так сказать, маслом кашу не испортишь. Вот так вот. Вот так вот. Даже знаете как? Может быть вот как-то вот так вот. Ну вот, друзья мои, получилась такая прелесть. Красавчик. Красавчик, что здесь, что там. Я обязательно попробую. Я знаю, как это вкусно. Я знаю, как это прелестно заходит с другими блюдами. Советую вам, приготовьте. На это не уйдет много времени. Рецепт приготовления этого блюда, как я говорил раньше, разнообразный. Но вот я решил приготовить именно вот так вот. Так что, дорогие мои, буду продолжать рецептуру из грузинской кухни. В следующих роликах я обещаю вам что-то, может быть, даже и сладенькое приготовить. Но пока будем делать холодные закуски, будем делать выпечку. А на этом все. На канале «Счастье есть» с вами был я, Андрей, ассистент Олеся. Не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки, включать уведомления. А всем удачи, счастья, радости, вкусной и здоровой пищи. Всем пока, до новых встреч!